Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотела рассказать вам, наверное, о самом особенном для меня аромате. Это новый аромат Tetramorph от американского натурального парфюмерного бренда House of Matriarch. Когда-то я уже снимала видео о первых ароматах базовой линейки High Perfumery этого бренда, и ссылку на это видео я оставлю внизу. Тогда же и состоялось мое знакомство с этим парфюмерным домом, но за это время произошло очень много изменений, главное из которых, что я уже около 2 лет сотрудничаю с House of Matriarch в роли дизайнера. Вначале я делала для них только видео для рекламных кампаний, и на сегодняшний день я работаю практически со всеми изображениями, видео и упаковкой для бренда. И вот однажды впервые для меня мне посчастливилось выступить в роли идейного вдохновителя для аромата, который действительно стал частью линейки бренда. Вот этот аромат Tetramorph. Эта история началась с того, что я подарила парфюмеру этого бренда Кристи Мишель некоторые редкие парфюмерные компоненты, которые лежали у меня без дела, поскольку я посчитала, что в ее руках от них будет гораздо больше пользы. А Кристи, в свою очередь, предложила мне придумать идею для аромата, сделанного из этих компонентов. Процесс формирования задумки был очень насыщенным и достаточно долгим, и она постоянно видоизменялась практически вплоть до последнего момента. Но с самого начала неизменным оставалось одно — это должен был быть аромат о тетраморфах, ангельских существах, которых вы можете видеть на некоторых картах Таро, и которые, согласно Библии, встретят каждого человека в судный день на небесах. Вы также можете помнить их из очень известного стихотворения Андрея Волохонского «Рай», которое я оставлю внизу под этим видео. Главными нотами этого аромата должны были стать мускусы в непривычном обрамлении, чтобы этот аромат очень отличался. Одно из связующих звеньев между нотами и задумкой в этом аромате для меня — это то, что в Коране упоминается, что небеса пахнут мускусом. Именно по этой причине исторически традиционно при строительстве мечетей в раствор для цементирования стен добавлялись драгоценные парфюмерные компоненты, в том числе и мускус, что позволяло стенам сохранять аромат в течение веков. И в итоге Tetramorph действительно пахнет для меня так, как могли бы пахнуть перья ангелов. Кристи создала его таким образом, что он сочетает 4 противоположных сектора круга парфюмерных нот. И это еще одна отсылка к его имени, поскольку тетра означает 4. А в имени Tetramorph тетра — это отсылка к его 4 частям. Tetramorph — это полулев, полубык, полуорел и получеловек, что также является символами 4 евангелистов. В общем, вдохновение для этой идеи я нашла в религиозной мифологии. 4 противоположных точки в парфюмерном колесе этого аромата — это 4 его основных аккорда. Мускус представляет ориентальные ароматы, древесно-мшистый аккорд — сектор мшистых ароматов, нота гордении — цветочные ароматы, и аккорд листьев и стеблей розы соответствует зеленым ароматам. Я не преувеличу, если скажу, что Tetramorph пахнет действительно уникально. Все его части сливаются вместе и создают новый неповторимый букет. Я никогда не встречала ничего, чтобы пахло хотя бы отдаленно похоже на этот аромат. Это сухой и прохладный запах чего-то среднего между свежим ветром, запахом перьев, кошачьей шерсти, снегом, еле горьковатой пудрой, книжными страницами, розовыми листьями и нежнейшим букетом белых цветов на фоне. Когда я вдыхаю этот аромат, самым удивительным мне кажется тот факт, что он на 98% состоит из натуральных компонентов. Это совсем не то ощущение и совсем не то направление, которое обычно имеет натуральная или преимущественно натуральная парфюмерия. Если вы знакомы с какими-либо из ароматов House of Matriarch, то в этом очень четко прослеживается авторский почерк Кристи, но при этом он не пахнет как что-либо другое из коллекции этого бренда. Это определенно унисекс, это даже не аромат-пейзаж, это аромат впечатления, это эфемерный аромат впечатления, и для меня он все-таки ближе к мужским ароматам, хотя я сама с удовольствием его ношу. Это вполне мог бы быть летний аромат для женщины, но если учесть ту идею, которая была в него вложена, кажется, что это нечто более торжественное, более значимое, чем просто повседневный аромат. Поэтому я легко могу представить Tetramorph в роли, например, свадебного аромата для мужчины.
Мне нравится носить его вечером в теплую погоду, но точно так же чудесно он искрится и в холодную ветреную погоду. Я не уверена, что Кристи удастся создать еще одну партию этого аромата, поскольку те парфюмерные компоненты, из которых он был сделан, которые я ей подарила, мы решили оставить их в секрете. Это компоненты очень необычного качества, и они были в очень ограниченном количестве, так что их хватило только на одну партию аромата. Так что я думаю, что это все-таки лимитированное издание. И, конечно же, как и в предыдущий раз, специально для вас, для моих подписчиков, House of Matriarch предлагает специальное предложение, подробности которого вы сможете найти в первом прикрепленном комментарии внизу под этим видео. Поскольку я уже несколько лет работаю с этим парфюмерным брендом, я очень хорошо знаю большинство ароматов House of Matriarch. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли было бы вам услышать об остальных ароматах этого бренда, которые я еще не упоминала в своих обзорах. Пробовали ли вы что-то из House of Matriarch и какие ваши впечатления? И, конечно же, я благодарю вас за просмотр, желаю вам прекрасного дня и самых лучших ароматов. Пока!